Сегодня мы создадим интересный эффект светящегося неонового текста с помощью программы Adobe Photoshop CS6. Вот такие варианты у нас получатся. Я считаю, что это самый простейший вариант, самый быстрый в создании, ну и, конечно же, самый красивый, на мой взгляд. Для создания такого изображения нам понадобятся некоторые исходники. Это фон с кирпичной кладкой, красивый шрифт на ваш выбор. Данные исходники я запакую в архив и оставлю ссылку, чтобы вы могли скачать и воспользоваться тем, чем пользуюсь я. Открываем картинку с кирпичной кладкой. Открываем слои и убираем замочек слоя. Далее добавляем новый слой. Выбираем черный цвет и выполняем заливку. Применяем прозрачность примерно 80%. Выбираем пока что белый текст. Выбираю мой красивый шрифт, который я выбрал, и пишу текст. Далее растрируем текст. Нажимаем «Выделить пиксели» и сохраняем выделенную область под названием «Текст». Далее идем обратно в выделение, модификации, сжать. Можно сжать на 4, на 5 пикселей. 4 выберем. И нажимаем Delete. Таким образом удаляем внутренний фон текста. Можно снять выделение. Далее переходим в параметры наложения текста. Выбираем наложение цвета и выбираем тот цвет, который вам нужен. Давайте создадим голубой неоновый текст. Здесь все оставляем так же. Внешнее свечение. Здесь возьмем потемнее цвет. Тон цвета точнее тот же, только потемнее. Пиксели поставим 7. И переходим в тень. Давайте поставим здесь 10. И нажимаем ОК. Далее для усиления эффекта скопируем данный слой, точнее создадим его дубликат. И немножечко изменим параметры наложения. Наложение цвета можно использовать посветлее. Внешнее свечение можно немножечко увеличить. И также изменить цвет немножко. Переходим в тень. Немножечко увеличим размах тени. Размер, точнее, не размах. Ну и оставим как-то так пока что. Далее организуем свечение за текстом. После слоя с черной заливкой создаем еще один слой. Теперь переходим в каналы. На тексте зажимаем Ctrl и жмем левую кнопку мыши для того, чтобы выделить наш текст, который мы с вами сохраняли ранее. Перейдем в выделение, уточним край. В растушевке укажем примерно 50 пикселей. Здесь давайте укажем 40. Значения могут варьироваться на ваше усмотрение.
И нажимаем ОК. Далее изменяем, чтобы запасный цвет был белый. Или можно вручную выставить белый. Зажимаем сочетание клавиш Ctrl, Delete. И получаем белое свечение. Выделение можно убрать. Ctrl-D. И возвращаемся в слои. На том слое, что мы создавали со свечением, ставим перекрытие. И переходим в параметры наложения данного слоя. Наложим на нее цвет. И здесь выберем цветность в режиме. И нажимаем ОК. Для усиления эффекта повторим проделанные шаги. Создадим еще один слой. Перейдем также, выделим текст. Уточним край. Немножечко изменим значение. Ctrl-Delete. Выделение убираем. Режим поставим перекрытие. Выберем параметры наложения. И режим цветность. Таким образом мы усилили свечение за текстом. В принципе, наш неоновый текст готов. Все последующие манипуляции, которые вы будете выполнять с текстом, полностью на ваше усмотрение. Можно повернуть его, сделать в перспективе и так далее. Выделяем все, что связано с текстом, кроме фона. Ну, к примеру, поворот. Вы можете обратить внимание на результат. Вот что у нас получилось. Интересный светящийся неоновый текст. Все остальное зависит от вашего творчества. Цвета можно выбирать разные, как я уже показывал. То есть может быть текст более синий, голубой, зеленоватый и так далее.